протеиновый Skittles. Это арахис в шоколаде с 10 грамм протеина. No GMO, gluten free. Не знаю, что это значит. Просто четкая штучка. Пять подходов по 35. На 5 раз увеличил. Класс. И жвачки тоже классные, жвачки классные. Это жвачки для бега, для тренировок, да. Она дает вкус, потом становится такая твердая, ты ее просто грызешь, грызаешься, она безвкусная практически. Но мои мысли, например, отвлекает. Я люблю думать о чем-то, когда бегу. И во время бега я стараюсь вот их жевать. Вроде бы ничего. Нормальная штучка. Хорошее дополнение к мысленной, к умственной работе. Это здоровые люди, и которые выглядят хорошо, несмотря на то, как ты выглядишь, но ты чувствуешь себя хорошо внутри этого, то есть внутри этой футболки. Мы празднуем маленькие победы, то есть нужно себя подбадривать. Маленькие достижения – это уже как бы твои победы. Мы верим, что мы сильнее вместе. Если ты слабый, да, то нужно помогать. И это знак свободы – помогать слабым. И вместе мы можем двигаться сильнее и добиваться вещей, которые мы думали невозможны. Мы поможем двигать вашу инерцию в моментум. То есть это греческое, видно, какое-то слово, я не знаю, что такое моментум, но тут написано: мы поможем остановить ваше видение, да, что вы тратите время в зале, и начать видеть время, вложенное в тренировки, то есть быть более эффективным, потому что когда ты чувствуешь себя лучшим, ты можешь делать лучше. И когда ты лучший, все возможно. Это наше пожелание тебе. Последние дни я вот начинал именно в спортзале как-то. И первым делом я шел сюда, где-то 8 часов утра. Можно посмотреть на видео. Я всегда стою в 8 утра возле спортзала. Да и сегодня было не исключением. Но это прикольно. Мне нравится, когда ты с утра самого, да, и твой день уже наполнен смыслом, то есть двигаешься к цели постепенно. И позади уже 40 дней, сегодня 41 день, и, соответственно, время идет, результаты не такие серьезные, но я стараюсь снимать и выкладывать любой результат, который происходит с трансформацией моего тела. И так я и иду дальше. В общем, на самом деле сложно, бывает сложно настроиться, бывает просто не понимаешь, что ты делаешь, когда видишь, что ничего не поменялось, просто хочется все отложить в сторону, выбросить и сказать: нет, я больше не буду этим заниматься, это не для меня. Мне так уже надоело все эти занятия, я больше не могу, я просто хочу отдохнуть, я просто хочу покушать, сходить, посмотреть фильм, полежать, мне это не надо, да. Но с другой стороны, мне становится лучше, мышцы в тонусе, я чувствую себя бодро, легко, становлюсь более подтянутым, живот становится более плоский, одежда сидит замечательно, да, настроение хорошее, да, тяжело, да, трудно, и сил иногда вечером прям уже не остается, просто валишь с ног, и тратится дополнительная энергия, но
везде нужна жертва, да, как бы я отдаю в жертву свое время, свои силы, чтобы получить в итоге то, к чему я стремлюсь. И я думаю, что в итоге, в конце концов, будет нормальное, как бы, тело, будет красивый рельеф, будет совершенно все другое. И уже просто останется поддерживать себя в хорошей форме и правильно питаться, да, иногда делать какие-то упражнения, но не нужно будет также со всей силой погружаться, да, в эти тренировки уже не нужно будет. Можно будет просто делать легкие упражнения, потому что главная работа будет проделана. Самое сложное – это то, что делаю сейчас. То есть впереди еще есть время, впереди буду смотреть, настраиваться, мотивировать себя. Самое главное – не забывать выходить по утрам на рассвете и говорить, кричать, что ты можешь все. Соответственно, верь в себя, в свои силы. Если этого не будешь делать, то ничего с тобой не будет происходить позитивного, а настраиваться на хорошее придется. Вот такие вот чипсы, протеиновые чипсы, называются Quest. Там было 3 разных вкуса со вкусом тако, вот этот вкус чили и лайма. Остренькие чипсы, тут содержится 20 грамм протеина, целых 20 грамм, и всего 140 калорий в целой пачке. То есть, например, чипсы Лейс намного калорийнее, чем эти. Не могу делать комбинации пока что, потому что для меня это сложно. Нужно понять, как работает тело, как правильно двигаться, где правильно делать шаги, да, повороты. Это очень сложно. Нужно смотреть обучающие видео или с тренером заниматься самому. Очень сложно задуматься. Вот настал ответственный момент, когда нужно замерить вес. То есть я встаю на весы, проверяю. «171 паунд». Я только что проверил вес, пока одеваю обувь. Мой вес составляет 171 паунд, недавно было 175, но было потому, что я много ел. Ну и сейчас я тоже хочу покушать, входит в планы. Я, значит, сегодня боксировал, сегодня мне тренер рассказал новые движения, как делать правильно комбинации, наносить удары, я выучил хук и как делать перестановку ног с правой позиции, с правой руки переходить налево. И, конечно, просто невероятно. Если вы знаете кого-то, кто вам может подсказать, обязательно спросите, поинтересуйтесь. Любую технику, да, любое упражнение, вам будет намного проще, потому что сам или по видео не получается. Так намного быстрее, так намного эффективнее. То есть я очень много сегодня занимался на груши, потом бегал, почти 2 часа пробегал, и отжимания, пресс, все, взвесился. Я думаю, если сегодня не кушать вообще ничего, тогда вес упадет, и завтра я буду весить 167. Потому что я, наверное, часа 3 сегодня в спортзале. 3 точно. Так что
Вот, кстати, вот она точка отсчета, да, я позанимался, мой вес упал, и сейчас нужно решить, что дальше делать. Или я хочу, чтобы мой вес подрос, да, просто я пойду сейчас и буду кушать. Или я хочу снизить, я просто объявлю голодовку, да, посижу, ничего не буду кушать. Но надо считать калории. У меня есть фрукты, у меня есть напитки, все у меня подсчитано, соевое молоко, то есть все по калориям, да, я стараюсь считать. Если исключить сегодня сладкое, шоколад, то все должно быть нормально, можно будет работать. Всегда нужно настраиваться, всегда нужно продумывать, да, себя уговаривать, как бы заставлять, ведь чувства, они идут вот сплошным потоком, вместе с ленью, с нехотением, да, с нежеланием. Все это валится на тебя, и ты не успеваешь просто отсеивать хорошее и плохое, как-то, да, сортировать. И поэтому приходится себя заставлять, по-любому это нужно делать. Так что скажи себе «да», настройся на позитив, иди вперед, не смотри ни на кого, никого не слушай. У тебя есть цель, у тебя есть задача. Каждый день он для того, чтобы продолжить свое шествие. В общем, не останавливайся, иди вперед, занимайся тем, что ты задумал. У тебя есть цель, есть задача. Ведь если ты этого не сделаешь, никто за тебя не станет трудиться. Все зависит от тебя. Возьми под контроль свои эмоции, свои желания, мысли. Контролируй себя. Ведь только ты способен это делать. Никто другой не сможет встать на твое место. Ты хочешь сделать тело для себя, а не для кого-то другого. Тебе придется заниматься самому каждый день. Если ты чувствуешь себя плохо, вставай и говори: я чувствую себя хорошо. Если ты не хочешь идти или у тебя нет времени, скажи: у меня есть время, у меня есть 10 минут времени в день, хотя бы, чтобы я занимался. И ты идешь и занимаешься, несмотря ни на кого. Все будет нормально, все будет хорошо. Настройся на позитив. Ведь то, что ты вкладываешь в свои действия, в свои слова, поступки, то и возвращается к тебе в двойном размере. Приумножай хорошее, приумножай то, что помогает тебе. Не делай лишних движений, не делай плохих вещей, которые тебе просто вредят. Разрушение приходит намного быстрее, чем рост, чем что-то новое, которое ты пытаешься построить. И будь осторожней, и не запускай, не давай волю слабостям, будь сильным человеком, продолжай идти вперед, несмотря ни на что. И тогда ты увидишь, что все, о чем ты мечтал, сбудется. Это не шутки, это слова от сердца, которые приходят мне на ум. И такого не было порыва, когда я только начинал заниматься. Приходит это все со временем, когда сформировались уже все задачи, все цели, да, и ты знаешь, куда ты идешь, ты знаешь, о чем говорить, ты знаешь свои слабые места, сильные места, ты можешь себя мотивировать, ты можешь себе помогать, можешь сказать что-то, что поможет тебе. Ты уже знаешь, на что надо нажать, чтобы пройти дальше, продвинуться дальше, пройти вперед.
День 45, видеодневник продолжается. Каждый день тренировки. Сегодня я проснулся в 7 утра, даже раньше. Прибыл сюда, был сильный дождь, но в 7:15, по-моему, я был уже в этом же зале. Вчера я был. И мне не удалось поснимать, просто потому что камера села и было много народа. Но, в общем, здесь я занимаюсь. Сегодня у меня программа минимум. Сегодня я делаю отжимания, подтягивания и пресс верхний и нижний, как обычно. 3 подхода я уже сделал. Но я не буду сегодня бегать, потому что нужно немножечко передохнуть. И нужно восстановить сухожилие. Да? Вот у меня на ноге немножечко уже побаливает одно место, и уже 2 дня подряд. Сегодня получше, конечно, но я готовлюсь к соревнованиям, и поэтому лучше подстраховаться. Ну, может быть, 10 минут я пробегусь, и на этом хватит на сегодня. В общем, я купил энергетические батончики, решил сэкономить немного и купил целую упаковку, там 4 батончика, они содержат в себе 20 грамм протеина, это вафли в шоколаде. То есть вкусные такие, с ментоловым привкусом, там разные вкусы, есть очень много всего. Сейчас придумали конфеты, придумали чипсы, придумали супы, порошки, разные коктейли. То есть все, что ты любишь есть, оно имеет такой спортивный подтекст, да, как бы, и ты можешь смело добавлять в свою еду или кушать уже что-то готовое. Вся продукция есть. То есть не нужно там сильно думать, выбирать какие продукты, если ты вообще не понимаешь, как это устроено, что нужно есть там яйца, например, чтобы получать белок, пить молоко, да, там по цвету еды уже определяешь то, что в ней содержится. Но если этого человек, например, не понимает, то проще всего купить себе спортивные питательные добавки, и их такой огромный выбор сейчас, просто невероятно. Заходишь в отдел в магазине, и там все подряд. И вода, всякие гелевые, жевательные конфеты, жвачки. И не обычный стимрол или дирол, да, а вот именно такой, который для тренировок. Там нарисован велосипедист или бегающий человек, там, да, и написано для тренировок, для какого-то пробуждения, для активного образа жизни. Ну, везде есть значок, который говорит о том, что это добавление к твоим тренировкам. Это для спортсменов. В общем, так ты никогда не ошибешься. Every step is a goal achieved, что в переводе означает каждый шаг – это цель, достигнутая цель. И кубок. Вот, например, студия. Классы, фристайл. Здесь проходят групповые занятия. Здесь вот, например, очередная медаль. You are capable of more than you think. То есть ты можешь больше, чем ты только думаешь. И здесь прямо на зеркале пишут маркером программу. Ну что, очень смотрится, очень молодежно, стильно. И я думаю, что нет никаких трудностей, чтобы стереть этот маркер с зеркала и потом. Так вот интересно сделано все. Что еще такого показать? Обычный зал, обычный, как и везде. То есть я показал самую малость, да, из того, что есть, потому что вот речевки, которые на стенах, да, я показал вам только некоторые, но их намного больше. В каждом зале разные, практически, в принципе, они те же самые, но где-то есть и другие. Я вот видел совершенно разные, они в других местах. То есть, ты ходишь по залу, например, бросил взгляд в сторону, да, и увидел вот эти слова, там, ты можешь все, keep moving forward, продолжай двигаться вперед. И когда на самом деле ты чувствуешь себя уже, что ты такой затмился, что не можешь уже ничего делать, да, как-то вроде бы занимаешься совсем не тем, то ты видишь эту надпись и просто вспоминаешь сразу же моментально, я тут уже занимаюсь, наверное, 30 дней, да, уже порядком 3 недель, и я так много прошел, зачем мне сейчас останавливаться? Keep moving forward, продолжай двигаться вперед, и несмотря на что, ты как бы находишь в себе силы и продолжаешь двигаться дальше. Но в том-то и дело, что внутренние силы – это
они помогают тебе, они сокрушают все на твоем пути. То есть, если ты видишь преграды, моментально как бы настраивайся, вспоминай, мотивируй себя. Ведь вот эти внутренние силы, они побеждают все вот это нежелание заниматься, всю эту лень, весь негатив, окружение плохое, да, они все побеждают, они дают тебе прямую дорогу. Вот учись мотивировать себя, учись слушать или просто даже смотри на мой пример. Я начал это делать просто так вот, сидя в машине, я просто схватил камеру и сразу же начал говорить: ты все можешь, все, сегодня ты начинаешь тренироваться, посмотри на меня, я каждый день снимаю. Циферки в названиях видео — это дни, который день уже идет, и несмотря ни на что я занимаюсь, даже если я не могу быть в спортзале, я занимаюсь в машине, я занимаюсь на заправке, занимаюсь на улице, у меня есть цель, и мне нужно идти вперед, несмотря ни на что, потому что я верю в лучшее.